Представьте себе густой, непроходимый русский лес. Солнце едва пробивается сквозь деревья. Именно здесь, в самом сердце тайги, в своей уютной берлоге, просыпается наш герой – бурый медведь по имени Михаил Потапович или просто Миша. Миша потягивается, он только что проснулся после зимней спячки. Зима была долгой, но теперь весна вступила в свои права, и голод зовет Мишу на подвиги. Первый пункт в его сегодняшнем расписании – завтрак. Выбравшись из берлоги, он вдыхает полной грудью свежий лесной воздух. Его путь лежит к ближайшей реке. Лапы мягко ступают по земле, оставляя глубокие следы. Миша – хозяин этих лесов. Каждый шорох, каждый треск ветки не ускользает от его чуткого слуха. Вот пробежала белка, вот вспорхнула птица, обычная лесная жизнь. Но его цель – рыба. Он знает место, где река делает изгиб и течение замедляется. Там, в прохладной воде, уже резвится первая рыба, идущая на нерест. Добравшись до берега, Миша замирает. Его мощное тело напряжено, взгляд сфокусирован на воде. Он не делает лишних движений. Терпение – главное оружие охотника. Внезапно молниеносный выпад лапой, и вот уже серебристая рыба бьется в его когтях. Один удачный бросок, второй. Завтрак удался на славу. Сытый и довольный, он отходит от воды, чтобы немного отдохнуть на солнечной полянке. После сытного завтрака наступает время для инспекции владений. Медведь – территориальное животное, и Михаил должен убедиться, что никто не нарушил его границы. Он идет вдоль знакомых троп, оставляя метки на деревьях, царапины от когтей и потертости на коре. По пути он находит старый, поваленный ветром дуб. О, это настоящая сокровищница! Миша обожает мед. Он запускает лапу в дупло, не обращая внимания на возмущенное жужжание пчел. Его густая шерсть – надежная защита от их укусов. Сладкий ароматный мед – лучшее лакомство, которое только можно найти в лесу. Это настоящий десерт после рыбного завтрака. Двигаясь дальше, он замечает свежие следы. Следы волка. Они конкуренты. Миша останавливается, прислушивается. В лесу тихо. Скорее всего, стая прошла здесь ночью и уже далеко. Но осторожность никогда не помешает. Он меняет маршрут, обходя место, где пахнет волком. Встреча с целой стаей ему ни к чему. К полудню солнце припекает, и Миша решает освежиться. Он находит небольшое лесное озеро с чистой прохладной водой. Заходит в воду, фыркает, отряхивается, разбрасывая вокруг себя миллионы брызг. Купание – это не только гигиена, но и огромное удовольствие. В эти моменты он похож не на грозного хищника, а на большого добродушного щенка. После водных процедур наступает время дневного отдыха. Миша находит уютное место под раскидистой елью, сворачивается калачиком и дремлет. Проснувшись, он снова чувствует голод. Пора подумать об ужине. На этот раз его привлекает запах свежих кореньев и молодой травы. Он раскапывает землю мощными лапами, находя сочные и питательные корешки. Также не брезгует муравьями. Раскапывает муравейник и длинным языком слизывает насекомых. Это отличный источник белка. Ближе к вечеру Миша выходит на опушку леса. Здесь, на границе с полем, можно найти много интересного. Иногда сюда забредают кабаны или лоси. Огромный оранжевый диск медленно опускается за горизонт, окрашивая все вокруг в теплые тона. Это время тишины и спокойствия. На обратном пути к берлоге он находит поваленное дерево, покрытое грибами. Это не еда, но отличное развлечение. Миша с удовольствием отрывает их лапами, подбрасывает и ловит. Просто так, для игры. В душе он все тот же любопытный медвежонок, которому интересен весь мир вокруг. День подходит к концу. Миша устал. Он возвращается к своей берлоге. Проверяет, все ли в порядке вокруг. Убедившись в безопасности, он забирается внутрь, на мягкую подстилку из мха и сухих листьев. Завтра будет новый день, новые заботы, новые приключения. А пока можно отдохнуть. Он сворачивается калачиком, и его размеренное дыхание сливается с ночными звуками леса. Где-то ухает филин, потрескивают ветки. Миша спит, и ему снится бескрайняя тайга, полная рыбы, ягод и сладкого меда.
Так и проходит один день из жизни настоящего хозяина русского леса.